Представьте картину. 1994 год. Toyota выкатывает с завода очередной Land Cruiser 80-й серии. Инженеры провожают его взглядом, вздыхают и идут домой. Они знают, этот автомобиль переживет их детей, возможно, и внуков. Теперь 2023 год. Китайский завод Great Wall Motor выпускает Tank 300. Маркетологи фотографируют его на фоне закатного неба, пишут пресс-релиз про легенду нового времени и публикуют. Машина красивая, очень красивая, как iPhone, пока не уронишь. Сегодня мы сталкиваем лбами два мира. Японскую философию «сделай один раз и навсегда» против китайской философии «зачем делать навсегда, если можно сделать красиво». Поехали. Land Cruiser 80 — это поколение, которое выпускалось с 1989 по 1997 год. 8 лет на конвейере, и все это время Toyota не меняла концепцию, а просто шлифовала то, что уже работало. Результат? Машина, которую сегодня, спустя почти 30 лет после снятия с производства, покупают дороже, чем она стоила новой в пересчете на сегодняшние деньги. Вот вам рыночная оценка легенды. Рамный кузов, зависимая пружинная подвеска с неразрезными мостами спереди и сзади, постоянный полный привод на топовых версиях, ручные хабы на базовых. Длина 4780 мм, снаряженная масса от 2100 кг, дорожный просвет 210 мм. Двигатели рядные шестицилиндровые, от 4 до 4,5 литра бензина и 4,2 литра дизеля. Простые как лопата, понятные как кулак. Tank 300 – дитя 2020 года. Китайская компания Great Wall решила сделать то, что сделал когда-то Jeep Wrangler, но дешевле и с большим экраном. Рамный внедорожник с ретро-дизайном, круглыми фарами, 2-литровым турбомотором на 220 лошадей, 8-ступенчатым автоматом ZF и системой Part-Time с блокировками переднего и заднего дифференциалов. В Россию начали поставлять с февраля 2023 года. По бумагам все серьезно, по факту начинаем копать. LC80 получил линейку рядных шестицилиндровых моторов, о которых хочется говорить с придыханием. Самый популярный – дизельный 1HZ объемом 4,2 литра на 135 лошадей. Атмосферник без турбины, простой как табуретка. Ресурс до капиталки от 500 до 600 тысяч километров при нормальном обслуживании. Это не опечатка, 500 тысяч. Есть задокументированные случаи, когда пробег перевалил за 1 000 000 и мотор продолжал работать. Бензиновый 1FZ FE на 4,5 литра, 215 лошадей. Тоже история. Надежный, прожорливый, но честный. Мотор вмещает 8 литров масла вместо 11 у дизеля. Обслуживание дешевле. Конструкция настолько незатейлива, что опытный механик делает замену масла с закрытыми глазами, а ремонт можно провести в гараже с минимальным инструментом. Tank 300 – 2-литровый турбомотор E20CB на 220 лошадей. Звучит солидно, в теории мощнее, в теории современнее. На практике владельцы пишут о разрушении двигателя на 40 тысяч километров. Нет, это не опечатка. 40 тысяч километров, и мотор, по словам официального дилера, разрушился. Турбокомпрессор ломается тоже в первые 40 тысяч. Для сравнения, Land Cruiser 80 в среднем за это время даже не успевает прогреть шестерки до рабочей температуры. Справедливости ради, это не системная проблема для всех экземпляров. Но статистика отзывов говорит о том, что брак встречается неожиданно часто для такой ценовой категории. LC80 в топовой версии VX получил постоянный полный привод с межосевым дифференциалом и его принудительной блокировкой. Базовые версии Part-Time с ручными хабами. Раздаточная коробка, чугунная, механическая, живет вечно при условии, что вы меняете в ней масло. Предний мост требует ревизии примерно раз в 200 тысяч километров. Это и есть вся история обслуживания трансмиссии. Tank 300 – Part-Time с жестким подключением передней оси, понижающие передачи и блокировками дифференциалов спереди и сзади. Коробка – 8-ступенчатый автомат ZF. Это хорошая коробка, немецкая, но владельцы уже успели познакомиться с толчками при переключении, вибрацией на холостом ходу при 1500 оборотах и перегревом при интенсивной эксплуатации. Сама коробка нареканий нет, вопросы к настройкам и к тому, как она взаимодействует с турбомотором в режиме бездорожья. Отдельная история — электроника. У LC80 ее минимум. Это плюс, сломаться нечему. У Tank 300 круиз-контроль, Lane Keeping Assist, система кругового обзора, CarPlay, 50-ваттная беспроводная зарядка. Все это прекрасно, когда работает. Владельцы регулярно жалуются. CarPlay зависает и вылетает.
Это признается общей проблемой в клубных чатах. ESP ведет себя непредсказуемо на снегу. Владельцы пишут, что просто не понимают, работает ли она вообще. Адаптивный круиз пугается встречного трафика и тормозит. Все это особенности, которые лечатся обновлением прошивки. Когда-нибудь. LC80 строился с толстым металлом кузова. Это факт, который признают даже те, кто никогда не владел японцами. Лонжероны рамы, правда, имеют особенность – гниют изнутри, оставаясь целыми снаружи. Поэтому при покупке обязательно дефектовка рамы. Пороги, арки колес, низы дверей, слабые места по ржавчине. Но это 30 лет жизни, зачастую в сложных условиях. Машины с реальным пробегом 500 000 километров сегодня стоят от 1,5 до 3 миллионов рублей. И это правильно. Tank 300 – рама лестничного типа из высокопрочной стали с сечением лонжеронов 130 на 160 мм. Кузов жесткий, дизайн харизматичный. Но вот что интересно, владельцы уже на небольших пробегах жалуются на скрипы в салоне, особенно задняя дверь и панели интерьера. На неровной дороге кузов может дрожать. Лобовое стекло, по отзывам, слабое. Колесные диски кривые из-за производственного брака, приходится балансировать дважды за лето. Это новый автомобиль за 5 миллионов рублей. Land Cruiser 80 – рамный внедорожник с неразрезными мостами. Это значит максимальная артикуляция и ход подвески. Геометрия простая. Углы въезда, съезда и рампы хорошие, хотя и не рекордные. На бездорожье он едет туда, куда смотрит, без лишних раздумий. Подвеска чувствительна к состоянию деталей. Износ одного элемента ускоряет износ других. Но при правильном обслуживании это машина, которая едет там, где другие разворачиваются. Tank 300. Независимая передняя подвеска плюс неразрезной задний мост. Это компромисс между комфортом на шоссе и возможностями на бездорожье. С блокировками и понижайкой Tank 300 вполне серьезен. Известны случаи, машина с пробегом 110 тысяч километров ездила на Кавказ, участвовала в соревнованиях по ориентированию и справлялась. Проходимость реальная. Но независимая передняя подвеска при жестком бездорожье – это потенциальные расходы, и найти запчасти на нее сложнее, чем на мост. Расход топлива – тоже история. Land Cruiser 80 с дизелем 1HZ примерно от 12 до 14 литров на сотку в смешанном режиме. Бензиновый 1FZ-FE до 17,5 литров. Аппетит богатыря. Tank 300 заявлено около 10 литров. Реально владельцы пишут от 12-15 в зависимости от режима. На трассе при 110 км в час около 11. Паритет. Это самый важный раздел, запомните его. Land Cruiser 80 – машина, запчасти на которую есть везде, в любом городе России, от Москвы до Владивостока. Не оригинал, оригинал, тайваньские аналоги – выбирай. Любой механик с опытом работы в гараже знает этот мотор как свои 5 пальцев. Ремонт ТНВД дизеля обойдется дорого, это факт. Плунжер, форсунки, распылители – все это деньги, но детали есть и мастера есть. Tank 300 – ситуация другая, владелец пишет. На 40 тысяч километров разрушение двигателя, 3 месяца жду машину, нет запчастей, подменный автомобиль не дают. Другой. На 5000 километров вышел из строя блок модуля GSM, 2 месяца ездил к официалам для замены. Третий. Машина почти новая, нет еще полгода, столкнулся с проблемой запчастей и ощущение, что всем наплевать. Это не один недовольный человек, это паттерн. Дилерская сеть Tank в России молодая. База данных иногда на бумаге с печатью, без нормальной электронной системы. Поддержка через приложение, обратная связь нулевая. Если машина сломалась, вы 1 на 1 с дилером, который сам не всегда знает, когда придут запчасти. И здесь начинается самое интересное. Хороший ливинг Land Cruiser 80, то есть живой, без гнилой рамы, с подтвержденной историей, стоит сегодня от 1,5 до 3 миллионов рублей. За эти деньги вы получаете машину, которой от 25 до 35 лет, но которая при правильном обслуживании проедет еще столько же. Tank 300 в базовой комплектации от 4,1 миллиона рублей. Топовая около 5 миллионов. Новый, с гарантией, с экраном, с кожей, с подогревом всего, что можно подогреть. Вопрос не в том, что дороже, вопрос в том, что вы хотите получить. Если хотите надежности и уверенности, LC80 при прочих равных выигрывает по сроку службы и предсказуемости. Если хотите комфорта, современной электроники, гарантии и красивого внешнего вида, Tank 300 предлагает это, с оговорками по надежности. Но есть одна штука, которую не купить за 5 миллионов. Это репутация, заработанная десятилетиями.
Land Cruiser 80 работал в Организации Объединенных Наций и Красном Кресте в горячих точках планеты. Его выбирали там, где поломка равно смерть. Tank 300 пока только зарабатывает свою историю, и, судя по отзывам, процесс идет непросто. Честный ответ. Зависит от того, кто ты. Если ты человек, который едет на природу раз в неделю, ценит комфорт, хочет новый автомобиль с гарантией и не готов лезть под капот, Tank 300 – твой выбор. Бери с расширенной гарантией, езди, получай удовольствие от интерьера и честного бездорожья. Только держи в голове, что запчасти могут ждаться месяцами, а электроника – это отдельное приключение. Если ты человек, который хочет машину на всю жизнь, буквально на всю жизнь, хочет ездить туда, куда не доедет никакой Tank, хочет чинить ее сам или в любом гараже страны и готов мириться с отсутствием подогрева стекла и камеры заднего вида, Land Cruiser 80 – твой выбор. Найди живой экземпляр, вложи деньги в профилактику и езди спокойно еще 30 лет. Правда в том, что Tank 300 – это очень хорошая машина для 2023 года, но LC80 – это легенда вне времени. А легенды, как известно, не стареют, они просто дорожают. Так что, если вас спросят, что лучше, японский дедушка за 1,5 миллиона или новый китаец за 5, ответ простой. Лучше тот, который через 10 лет все еще едет туда, куда вам нужно. И вот тут, у японского дедушки пока нет конкурентов. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся. На канале Автотоп мы разбираем машины честно, без рекламных бюджетов и красивых слов. До встречи на следующем выпуске.